Приветствую вас на канале «Книги, истории, факты». В этом видео я хочу рассказать 300 интересных фактов для сна. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить, ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра. Начнем. 1. Раньше судебные дела нередко сгорали из-за пожаров или поджогов. Без документов судить было невозможно, и обвиняемые говорили «дело выгорело». Сегодня так называют удачный исход дела. 2. При разматывании рулона скотча в вакууме возникает видимое свечение и даже рентгеновское излучение, которое позволяет делать рентгеновские снимки. 3. Английский голкипер Уильям Фулк при росте 193 см весил около 150 кг и нередко пугал соперников одним своим видом. Клуб Челси, за который он выступал в сезоне 1905-1906 годов, решил сыграть на этом эффекте. За воротами поставили двух маленьких мальчиков, формально для подачи мячей, но на деле, чтобы подчеркнуть внушительные размеры вратаря. Со временем такие помощники прижились у поля, так и появилась привычная сегодня роль болбоев. 4. Когда в конце XIX века электрические кнопки начали появляться в различных устройствах и машинах, некоторые опасались, что это отучит людей думать, ведь больше не нужно было понимать, как работает механизм. 5. Великую китайскую стену постоянно портят туристы, выцарапывая свои имена и даты посещения. Китайские власти так замучились бороться с этими граффити, что выделили особый участок стены, где туристам разрешено делать надписи. 6. В 1977 году двое американских подростков решили обмануть сеть кафе, раздававшую бесплатное мороженое на дни рождения, и выдумали несуществующего мальчика, чтобы получать сладости. Годы спустя, в 1984-м, история получила неожиданный поворот. Им пришло официальное письмо с требованием зарегистрировать этого мальчика в избирательной службе в течение 30 дней после достижения избирательного возраста. Отказ грозил штрафом до $250 тысяч. Так безобидная детская шалость неожиданно вскрыла куда более серьезную проблему. Государственные органы США использовали личные данные из клиентских баз компаний, чтобы искать людей, достигших избирательного возраста, не имея на это права. 7. В холодильнике хлеб черствеет быстрее, чем при комнатной температуре. 8. В Китае в 2016 году мошенники придумали необычную схему наживы через Uber, сделав ставку на страх. Они создавали фейковые аккаунты водителей с пугающими аватарками, брали заказы и ждали реакции пассажира. Многие клиенты, увидев водителя, сами в панике отменяли поездку и автоматически платили штраф, который доставался мошеннику. Схема работала в Пекине, Шанхае и других мегаполисах. Даже если пассажир не отменял заказ, за ним все равно никто не приезжал. Мошенники имитировали поездку через подмену GPS-данных, и деньги все равно списывались. 9. Первый официальный женский футбольный матч состоялся 23 марта 1895 года. На игру пришло более 10 тысяч зрителей. 10. В английском королевском военном флоте канаты делали с хитростью. В них вплетали красную нить так, что ее нельзя было вытащить даже из небольшого куска. Это помогало сразу понять, что канат принадлежит флоту, и препятствовало кражам. Отсюда и выражение «проходить красной нитью» о главной мысли, которая тянется через все произведение. Впервые в таком значении его использовал Иоганн Вольфганг фон Гёте в романе «Избирательное сродство». 11. Дерево, известное как дерево 40 фруктов, считается рекордсменом по количеству разных плодов на одном растении. Его создал американский художник Сэм Ван Акен. Благодаря прививке на нем растут сразу 40 видов косточковых плодов, включая персики, сливы, абрикосы, миндаль и вишню. 12.
Иранский беженец Мехран Карими Насери почти 18 лет жил прямо в парижском аэропорту после потери документов. Франция не впустила его в страну, но и не могла депортировать. Он обосновался в терминале, где сотрудники приносили ему еду, и оставался там даже после того, как ему предложили въезд. Лишь в 2006 году из-за проблем со здоровьем он покинул аэропорт и переехал в приют. Его история легла в основу фильма «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли. 13. Если поднять хвост кенгуру, животное не сможет подпрыгнуть. 14. Самый высокий замок из песка был построен в Блокхусе, Дания, в 2021 году и достигал высоты 21,16 метра. 15. Дом Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне снесли до фундамента в 1759 году по указанию владевшего им на тот момент преподобного Фрэнсиса Гастрелла, которого очень раздражали туристы. 16. Многие американцы считали покупку Аляски пустой тратой и насмешливо называли ее «глупостью Сьюарда» по имени Уильяма Генри Сьюарда. Однако позже там нашли золото, и сделка стала одной из самых выгодных в истории США. 17. В память о достижениях в освоении космического пространства мысу Канаверал в США, откуда происходили запуски космических ракет, был присвоен телефонный код 321 с намеком на обратный отсчет. 18. Собаки способны выучить более 150 слов, и они действительно понимают, что значит гулять, играть, пора есть и тому подобное. 19. До конца 1960-х годов в футболе не существовало системы карточек. Арбитры фиксировали предупреждения вручную, делая записи в блокноте. Ситуация изменилась после ряда скандальных эпизодов на международных матчах, где языковой барьер между судьями и игроками приводил к недопониманию. На фоне этих проблем руководитель судейского корпуса чемпионата мира Кен Астон предложил сделать систему наказаний более понятной и универсальной. По одной из версий, идея пришла ему во время остановки на светофоре. Позже, обсудив задумку дома, он вместе с женой нашел простое визуальное решение – желтые и красные карточки, вырезанные из цветного картона. В дальнейшем именно эта идея стала стандартом в мировом футболе. 20. В 2017 году в мировой политике на мгновение появилась новая страна – Сан-Эскобар, которой на самом деле не существует. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский по ошибке упомянул ее среди государств, с представителями которых якобы проводились переговоры, и эта оговорка мгновенно стала сенсацией. Интернет тут же подхватил историю. Пользователи начали придумывать для вымышленной страны флаг, карту, описание и даже официальные аккаунты в соцсетях. Так случайная фраза превратилась в вирусный феномен и один из самых курьезных дипломатических эпизодов последних лет. 21. Японское имя Годзиллы, Годзира, переводится примерно как «горилла-кит». Оно составлено из двух японских слов, означающих гориллу «горира» и кита «кудзира». 22. Около четверти жителей Соломоновых островов от природы имеют темную кожу и светлые волосы. 23. Самцы синодонтиса перевертыша, вид лучеперых рыб из семейства перистоусых самов, большую часть времени плавают кверху брюхом. 24. За всю историю в мире затонуло 9 атомных подводных лодок, 7 русских и 2 американских. Большинство из них до сих пор находятся на дне океана. 25. У сама более 100 тысяч вкусовых рецепторов, к примеру, у человека их около 7 тысяч. 26. Рисунок на панцире краба хэйкигани напоминает лицо разъяренного самурая, хотя хэйкигани съедобны, японцы их не едят, из уважения к павшим самураям. 27. Дети, рожденные носителями разных языков, плачут с разной интонацией, так как интонацию ребенок слышит и усваивает от матери еще в утробе. 28. Хищники из семейства кошачьих могут идти на по-настоящему коварный трюк – подражать голосам своих жертв, чтобы заманить их в ловушку.
Впервые такое поведение зафиксировали бразильские ученые в 2005 году. Они наблюдали длиннохвостую кошку, которая издавала звуки, поразительно похожие на плач детенышей тамаринов. Обман сработал, взрослые обезьяны приблизились, пытаясь выяснить, что происходит. Лишь в последний момент они заметили опасность и успели спастись. Местные жители Амазонии утверждают, что это не единичный случай. По их словам, подобные хитрые приемы используют и более крупные хищники, включая ягуаров и пум. 29. Ученые открывают в среднем 18 тысяч новых видов живых существ в год. 30. Каскотели – новая форма пасты, которую разработал в 2021 году подкастер Дэн Пашман. По его словам, она имеет максимальную сочность, удобство для захвата вилкой и приятность жевания. 31. Некоторые виды морских звезд могут регенерировать себе новое тело из всего одной конечности. 32. Бельгийский ученый Альбер Юстен совершил прорыв в медицине в самый нужный момент. 27 марта 1914 года в Брюсселе он впервые успешно провел переливание крови с использованием цитрата натрия, который предотвращает свертывание и позволяет безопасно хранить кровь. Всего через несколько месяцев началась Первая мировая война, и его метод оказался критически важным на поле боя. Возможность хранить и переливать кровь спасла тысячи жизней и стала основой современной трансфузиологии. 33. Греческое слово «пепсикола» переводится как «из пищеварительного тракта», от «пепсис» – пищеварение. 34. Крабов-самцов от самок можно отличить по форме брюшного фартука. У самцов он узкий и треугольный, иногда Т-образный, а у самок широкий и округлый, Ю-образный. 35. В 1986 году группа Motorhead поставила рекорд, достигнув громкости 130 дБ на концерте. Музыка была настолько громкой, что повредила потолок театра эстрады в Кливленде. 36. 3 февраля 2006 года космонавты МКС вручную запустили необычный спутник «Радиоскаф». Его корпусом стал списанный скафандр «Орлан», поэтому со стороны могло показаться, будто от станции дрейфует настоящий человек. На деле внутри находился радиопередатчик, превращающий скафандр в полноценный космический аппарат. Радиоскаф передавал на Землю голосовые сообщения от членов экипажа МКС и студентов из разных стран. Любители радиосвязи могли ловить эти сигналы прямо у себя дома. Проект был временным. Уже в сентябре 2006 года необычный спутник сгорел в атмосфере, завершив один из самых необычных экспериментов на орбите. 37. Игру в резиночку придумали в Китае в VII веке. 38. В 1999 году Coca-Cola тестировала торговые автоматы, которые в жаркий день брали за напиток больше денег. Об этом глава компании сообщил в одном интервью. Но от идеи пришлось отказаться, общественность такой подход не оценила. 39. Сапфиры уступают по твердости только алмазам. 40. В Финляндии ежегодно проходит необычное мировое первенство – чемпионат по игре на воздушной гитаре, где участники вовсе не используют настоящий инструмент. Вместо этого они имитируют игру, копируя манеру рок-звезд и превращая выступление в полноценное шоу. Победителей определяют по технике, харизме и артистичности. Турнир проходит в 2 этапа. Сначала участники показывают подготовленный номер, а затем импровизируют под случайно выбранную музыку. 41. Рыба-капля обитает на глубине до 1200 метров, в ледяной темноте и под чудовищным давлением, где она выглядит совершенно как обычная рыба. Но если поднять ее на поверхность, происходит нечто шокирующее. Резкий перепад давления буквально превращает ее мягкое тело в бесформенную желеобразную массу, процесс, который почти всегда заканчивается гибелью. У нее нет плавательного пузыря, поэтому она не плавает, как большинство рыб, а медленно держится над морским дном, поедая все, что оказывается рядом, от мелких животных до органических частиц. 42.
Гиены, так сказать, смеются, то есть издают тявканье, похожее на смех, только когда на них нападают или когда они расстроены, например, если другой член стаи пытается украсть еду. 43. В первой серии Шерлока Холмса и доктора Ватсона Холмс по нескольким деталям делает вывод, что Ватсон вернулся с Востока. Однако изначально его реплика звучала иначе – «давно из Афганистана». Перед выходом фильма на телеэкраны цензура потребовала убрать любые упоминания Афганистана из-за недавнего ввода советских войск. В результате ряд сцен переозвучили, заменив прямое указание на более расплывчатые формулировки вроде «Востока» и «восточных колоний». 44. Колибри-пчелка откладывает самые крошечные яйца среди птиц, они размером с горошину. 45. У глубоководной рыбы Акантонус арматус наименьшее отношение массы мозга к массе тела из всех позвоночных. 46. Маленькие кружочки бумаги, остающиеся после использования дырокола, называются чад. Это неисчисляемое существительное, как, например, снег. Пример – куча чада. 47. В 1721 году при Петре I титул «царь» в Российской империи был официально заменен титулом «император всероссийский» и больше нигде, кроме полного государева титула, не использовался. 48. Разные виды деревьев не одинаково подвержены ударам молнии. На первом месте находится дуб, за ним в порядке убывания вяз, ель, сосна, а реже всего молния попадает в буки, клены и липы. 49. Саудовская Аравия импортирует верблюдов и песок из Австралии. 50. Во время беседы двух людей пауза между произнесенной фразой и ответом партнера на нее составляет всего 200 миллисекунд, время, за которое едва можно успеть сказать слог. 51. До XVI века считалось, что мухи, мыши, жабы и многие другие виды животных появляются на свет путем самозарождения в гниющем мясе или навозе. 52. Древнегреческий философ Платон был убежден, что небесные светила должны двигаться именно по круговым орбитам, поскольку круг – самая совершенная из фигур. 53. Сценарий знаменитого фильма ужасов «Пункт назначения» изначально был написан для одного из эпизодов сериала «Секретные материалы». 54. Пожилые люди в Новой Зеландии могут вступить в гроб-клуб, члены которого собираются раз в неделю, чтобы изготовить и украсить свои собственные гробы. 55. Птицы-медоуказчики любят полакомиться пчелиным воском, но сами не могут проникнуть в улей. Они привлекают людей и ведут их к пчелам, а после добычи меда получают доступ к воску. 56. Токийский коллектор для защиты от наводнений – крупнейшее в мире подземное инженерное сооружение для отвода вод при проливных дождях и оттепелях. 57. Самцы панд встают на передние лапы, когда метят деревья. 58. Аксолотль – это не отдельный вид, а личинка амбистом земноводных из Северной Америки. Будучи личинкой, аксолотль всю жизнь сохраняет выдающиеся способности к регенерации. 59. Гонщики Формулы-1 во время гонки вынуждены терпеть невыносимую духоту. Температура в кабине составляет 45-50 градусов Цельсия. 60. В Японии существует понятие smell harassment – причинение дискомфорта окружающим неприятными запахами тела в общественных местах. 61. Лошади, замаскированные под зебр, меньше привлекают слепней, а коров с нарисованными полосами реже кусают мухи. 62. Государство с большим количеством природных ресурсов демонстрирует меньший экономический рост и хуже развиваются, чем менее богатые ресурсами. Это явление называют ресурсным проклятием или парадоксом изобилия. 63. В отличие от багета, который пекут с XVIII века чиабатта, современное изобретение. Ее придумали в 1982 году, когда французские багеты стали слишком распространены в Италии.
64. Во Франции есть боевое искусство, в котором сражаются тростью. Оно возникло в начале XIX века как способ самообороны господ из высшего сословия, живших в крупных городах, где было небезопасно. 65. В тропических лесах Чили произрастает вьющееся растение бакила, трехлистное, обладающее необычной способностью к мимикрии. Поднимаясь по другим растениям, оно может изменять форму, размер и окраску своих листьев в зависимости от ближайших соседей. На одном побеге бакилы нередко формируются листья разного типа, повторяющие характеристики окружающей растительности. По наблюдениям, в 3 случаях из 4 такая имитация оказывается весьма точной. Механизм этого явления и его биологическое значение пока остаются неясными. Среди возможных объяснений рассматривается воздействие химических сигналов между растениями и горизонтальный перенос генов, процесс передачи генетического материала между организмами, не являющимися потомками друг друга. 66. В 1898 году, во время Испано-Американской войны, американский крейсер «Чарльстон» подошел к испанскому Гуаму, ожидая сопротивления. Вместо этого в гавани оказался лишь один торговый корабль. Крейсер дал несколько залпов по старой крепости, но снаряды, похоже, не причинили ей никакого вреда. Испанцы же вовсе не поняли, что началась война. Приняв выстрелы за салют, командир гарнизона отправил гонца за разрешением ответить и сам поплыл навстречу американцам, чтобы их поприветствовать. Только на борту им сообщили о войне, после чего гарнизон сдал остров без боя и жертв. 67. Через год после убийства Джона Кеннеди власти Канады назвали его именем высочайшую непокоренную вершину Северной Америки. Первым, кто ее покорил, был его брат Роберт Кеннеди. 68. В период икрометания лосось становится легкой добычей. В старину такого лосося называли лох. 69. Сходство слов конфетти и конфета не случайно, у них общий итальянский корень. Изначально на карнавалах в толпу бросали маленькие засахаренные сладости, позже их заменили меловыми шариками, а затем бумажными кусочками, но название сохранилось. 70. В мире черепашек-ниндзя есть еще 2 черепашки, обе женского пола – Дженника и Венера Милосская. 71. В то время как большинство штатов США довольствуются привычными символами вроде флага и герба, за кулисами скрывается куда более эксцентричный список официальных атрибутов от штатных животных и рыб до блюд, минералов и даже песен. Но некоторые штаты пошли еще дальше, у них есть официальные микробы. В Орегоне, например, этим почетным статусом наградили Saccharomyces cerevisiae, обычные пекарские дрожжи, без которых не было бы ни свежего хлеба, ни любимого американцами пива. В Нью-Джерси же выбор пал на куда более серьезного кандидата – бактерию Streptomyces griseus, сыгравшую ключевую роль в медицине. Именно благодаря ей в США был создан стрептоницин – антибиотик, изменивший ход борьбы с инфекциями. 72. В Jaguar XF кнопка запуска мигает 72 раза в минуту. Как утверждает бренд, это соответствует пульсу настоящего Ягуара. 73. На мысе Слоуп-Пойнт, самой южной точке южного острова Новой Зеландии, почти постоянно бушуют сильные ветры. Люди здесь не живут, зато пасутся овцы, и фермеры высаживают деревья, чтобы укрыть их от непогоды. Но из-за непрерывных порывов ветра деревья вырастают изогнутыми, словно застывшими в моменте урагана, даже когда вокруг тихо. 74. Древние Олимпийские игры проводились не менее 293 раз подряд на протяжении 1169 лет, почти в 10 раз больше, чем современные Олимпийские игры. 75. У Юрия Гагарина была «Волга» с номером 1204 ЮАГ по дате полета и инициалам. Буквы были образованы от индекса Московской области, ЮА, где расположен звездный городок. У последующих космонавтов эти буквы сохранялись, а цифры также указывали дату полета. 76. Самая маленькая столица в мире, Кинг-Эдвард-Пойнт,
столица британской заморской территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, в которой проживает от 12 до 22 человек в зависимости от сезона. 77. Более трети канадских супружеских пар спят раздельно. 78. Японский независимый фильм «Зомби одним планом» был снят с бюджетом около 3 миллионов иен, примерно 27 тысяч долларов. В мировом прокате он собрал более 30 миллионов долларов, став одним из самых прибыльных фильмов по соотношению дохода к бюджету в мире. 79. Zip-бомбы – это особый тип вредоносных архивов, которые при распаковке раздуваются до гигантских размеров и могут положить систему. Самый известный пример – 42 zip. Сам файл весит всего 42 килобайта, но внутри скрыта цепочка вложенных архивов 5 уровней по 16 файлов. В результате при распаковке объем данных вырастает до примерно 4,5 петабайт. Суть атаки – перегрузить ресурсы компьютера. Диск заполняется, память и процессор уходят в обработку. Система начинает зависать. Сегодня такие угрозы уже хорошо известны, поэтому современные антивирусы умеют распознавать zip-бомбы заранее. 80. У дельфинов, касаток и кашалотов нет обоняния. 81. В 1979 году президент США Джимми Картер спокойно рыбачил, когда к его лодке подплыл дикий кролик. И повел себя совсем не по-кроличьи, начал шипеть и пытался забраться на борт. Картеру пришлось отбиваться веслом, после чего странный нападавший развернулся и уплыл. История быстро попала в газеты с заголовками вроде «Президент атакован кроликом» и превратилась в повод для насмешек. Критики использовали ее как наглядный образ слабости Картера, а уже через год он проиграл выборы Рональду Рейгану. 82. Существует гипотеза темного леса, согласно которой разумные цивилизации во Вселенной скрываются и не подают сигналов, потому что любой, кто обнаружит себя, рискует быть уничтоженным более развитыми и потенциально враждебными цивилизациями. 83. В Португалии есть светофоры, на которых зажигается красный, если вы превышаете скорость. 84. Иллюзия большинства – это когда редкие мнения или взгляды кажутся очень распространенными, потому что их часто видно, например, в соцсетях. В итоге создается ощущение, будто так думает большинство, хотя на самом деле это не так. 85. Древние египтяне обучали бабуинов прислуживать им. 86. Избирательное законодательство Калифорнии использует систему, при которой порядок букв алфавита перемешивается случайным образом, чтобы определить, в каком порядке кандидаты будут указаны в бюллетенях. 87. Матери-орангутаны отказываются делиться едой со своими детьми, если считают, что те достаточно взрослые, чтобы прокормить себя сами. 88. Канадка Кэтрин Джонс купила лотерейный билет Лото Макс и вскоре о нем забыла. Потерянный билет с выигрышем в 50 миллионов долларов почти год оставался невостребованным, пока сотрудники лотереи не начали настоящее расследование, чтобы найти победительницу. Используя банковские данные и записи с камер наблюдения, они вышли на ее след и буквально постучали в дверь с ошеломляющей новостью. До истечения срока действия билета оставалось всего 48 часов. А сама Джонс сначала не поверила и даже сомневалась, стоит ли открывать дверь. 89. Средняя продолжительность жизни популярных музыкантов на 25 лет короче, чем у других людей. 90. Белки вовсе не питаются одними орешками, они всеядны. Белки поедают насекомых, змей, мышей, землероек. 91. Чем чаще вы путешествуете и смотрите кино, тем чаще испытываете дежавю. Известно, что дежавю обычно появляется в нестандартных ситуациях или во время стресса. Исследования также показывают, что ощущение дежавю с возрастом пропадает. 92. Вероятность, что вы закажете десерт, в 4 раза выше, если у вашего официанта избыточный вес. 93.
8 июля – особенная дата. В этот день примерно в 11:15 UTC около 99% населения Земли так или иначе получают солнечный свет. Единственные регионы, где в это время темно – Австралия, Новая Зеландия и часть Юго-Восточной Азии. 94. У Ватикана есть своя собственная обсерватория, основанная в XVIII веке. Она оборудована телескопом, через который священнослужители могут наблюдать за звездами. Некоторые из них были удостоены наград за свои научные исследования. 95. Несмотря на репутацию места, населенного опаснейшими животными, Австралия – одна из самых безопасных стран для жизни. В среднем всего 2 человека в год умирают от укусов змей, 1 от нападения акулы и 0 из-за пауков. 96. В последний раз Лихтенштейн участвовал в войне в 1866 году, отправив на фронт 80 солдат. По легенде, обратно вернулся 81 человек, якобы вместе с итальянским солдатом, с которым они подружились и который очень хотел остаться в Лихтенштейне. 97. Ньютон вел в личном дневнике зашифрованный список своих грехов, который был частично расшифрован только в 1964 году. 98. В ходе экспериментов ученые выяснили, что большинству людей кажется, что их руки и ноги толще, чем в действительности, а пальцы короче. Эту особенность демонстрировали почти все испытуемые, за редким исключением. 99. Люди, которые грызут ногти, как правило, имеют более сильную иммунную систему. 100. В 1964 году в самой дорогой компании мира на тот момент AT&T работало 758 611 сотрудников. В 2025 году такой компанией являлась NVIDIA, в ней работает всего около 36 тысяч сотрудников. 101. Язык Гордона Рамзи застрахован на $10 миллионов. 102. Крупные млекопитающие живут значительно дольше, чем мелкие, но это правило почему-то не касается собак. Собаки небольших по размеру пород живут дольше крупных, и у науки до сих пор нет ответа почему. 103. Красная панда очаровательна и выглядит безобидной, но если загнать ее в угол, она встанет на задние лапы и устрашающе поднимет передние, чтобы выглядеть крупнее и нагнать на врага страху. 104. В 2015 году 19-летний парень по имени Budweiser был арестован за вторжение на частную территорию предприятия Budweiser в Сент-Луисе, США. 105. С 2007 года Макдональдс в Великобритании начал заправлять часть своих грузовиков биодизелем, произведенным из отработанного растительного масла из своих ресторанов. В настоящее время около 40% парка используют такое топливо. 106. Даль так описывал язык в своем толковом словаре: язык – мясистый снаряд во рту, служащий для подкладки зубам пищи. 107. По легенде, однажды на лекции философ-лингвист Джон Остин заявил, что не существует языка, в котором двойное согласие означало бы отрицание. В ответ один из слушателей саркастично произнес: «О да, конечно». 108. Слово «хипстер» появилось в 1930-х годах в США и первоначально обозначало человека, который разбирается в джазе или интересуется им. 109. Омары не стареют. Они сохраняют силу и способность к размножению на протяжении жизни, а их метаболизм не замедляется. Определить возраст омара сложно из-за линьки. Они продолжают расти с каждой линькой, пока не погибнут от внешних факторов или болезней. 110. За 6 часов ожесточенных сражений между Красной армией и нацистскими войсками в ходе Сталинградской битвы железнодорожный вокзал Сталинград-1 переходил из рук в руки 14 раз. 111. Из-за высокого содержания жира и низкого содержания воды фисташки могут самовоспламеняться при неправильном хранении. 112. Биолюминесценция светлячков эффективна почти на 100%. Это означает, что на нее почти не тратится энергии.
113. У короля Карла III 2 дня рождения, он родился 14 ноября, а официально его празднуют в июне во время праздника выноса знамени. 114. Обычные ножницы не подходят для левшей. Если держать их левой рукой, они только сминают бумагу или другой материал, а не перерезают его. 115. Астероид 16 Психея имеет массу почти 1% от массы всех тел пояса астероидов. В его породах содержится достаточно много железа и никеля, поэтому ученые считают его ядром более крупного разрушенного тела. 116. На этом изображении члены Ку-Клукс-клана катаются на колесе обозрения в парке развлечений штата Колорадо 26 апреля 1926 года. 117. Осьминоги способны ощущать низкочастотные колебания, включая инфразвук, и реагируют на звуки, несмотря на отсутствие ушей. 118. Стрелка флюгера указывает в ту сторону, откуда дует ветер, а не в ту, куда он дует. 119. У богомола нет зрачков. Его глаза состоят из множества крошечных фасеток. Черные точки, которые мы видим, это не настоящие зрачки, а оптический эффект, возникающий из-за преломления света в этих граненых глазах. 120. Как и казино, торговые центры намеренно спроектированы таким образом, чтобы дезориентировать посетителей и заставить их потерять чувство времени и пространства. Это располагает к спонтанным покупкам. 121. На изображении родник – исток Волги, из которого вытекает крупнейшая река Европы. 122. Некоторые виды осьминогов способны отбрасывать щупальцы при серьезной угрозе, подобно тому, как ящерица сбрасывает хвост. 123. Трилемма – это сложный выбор с 3 возможными исключающими вариантами по аналогии с дилеммой, где варианта 2. 124. Сталь и бетон имеют почти одинаковый коэффициент теплового расширения, что делает возможным изготовление железобетона, основного строительного материала нашего времени. 125. Англоязычные люди используют словосочетание «желто-голубой автобус», чтобы запомнить, как произносится на русском языке фраза «Я люблю вас» – «Yellow blue bus». 126. Кратковременный не более 30 минут послеобеденный сон снижает риск гибели от сердечного приступа на 40%. 127. У здоровой собаки влажный нос – это миф. Влажный нос – это скорее показатель уровня активности собаки, а не ее здоровья. 128. При Саддаме Хусейне в Ираке существовала военизированная организация Фидейн Саддам, члены которой носили шлемы, как у Дарта Вейдера. 129. Отверстия в швейцарском сыре называются глазками. Их образует углекислый газ, выделяемый бактериями в процессе созревания. Сыр без дырок называют слепым. 130. В арабском языке слова «верблюд» и «красота» происходят от одного корня. 131. Небольшая зона отдыха в крупных городах, в частности в деловых районах, являющаяся продолжением тротуара, называется парклет. 132. У осьминогов 3 сердца, 2 жаберных прокачивают кровь через жабры, а одно системное гонит кислород, содержащую голубую кровь, по всему телу. 133. После строительства Транссибирской магистрали впервые в истории Евразии у людей появилась возможность проехать от берегов Атлантического океана до Тихого по суше, без паромных переправ. 134. Вручение первой в истории премии «Оскар» в 1929 году длилось всего 15 минут. 135. Парфюм следует хранить в темном месте, подальше от прямых солнечных лучей, которые разрушают структуру жидкости и снижают качество аромата. 136. Каскадер Дэвид Холмс, дублер Дэниела Рэдклиффа в фильмах о Гарри Поттере, получил травму во время исполнения трюка для последнего фильма серии и с тех пор парализован ниже груди.
137. Одно яйцо Фаберже изготавливалось до года, при этом сам Карл Фаберже не делал их руками, а руководил работой мастерской. 138. Ризентелла Гарднера, растение семейства орхидных, растет и цветет под землей, опыляют его термиты и другие насекомые, живущие в земле. 139. В Берлине есть мемориал в память о 20 тысячах книг еврейских авторов, сожженных фашистами в 1933 году. Он находится под землей и состоит только из пустых библиотечных полок, которые можно увидеть сквозь прозрачное окно в брусчатке площади Бебельплац. 140. Самая старая письменная жалоба была найдена на 4000-летней древневавилонской глиняной табличке. Табличка представляет собой письмо клиента, купившего некачественную медь и требующего возмещения. 141. Мировой рекорд по максимальному количеству безостановочных отжиманий составляет 10 507 раз и был установлен японцем Минору Йосида в 1980 году. 142. Слово «снайпер» происходит от англоязычного названия птицы бекас – снайп, которую сложно подстрелить из-за ее малого размера и особого стиля полета. 143. Мозг взрослого аллигатора небольшой, обычно весит около 10 граммов и размером примерно с грецкий орех. 144. Копыта лошади называют ее вторым сердцем. При беге они помогают крови подниматься к сердцу, выполняя роль природного венозного насоса. 145. Существует густая вода, которая используется, чтобы помочь людям, испытывающим трудности при глотании, избежать обезвоживания. 146. Представители всех народов мира при сильном удивлении округляют глаза – это врожденная реакция, а не культурная особенность. Похожим образом ведут себя и обезьяны. Они выпучивают глаза, когда что-то их удивляет. 147. В 1960-х годах США заключили сделку с Великобританией о покупке незаселенного острова в Индийском океане для размещения военной базы. У Великобритании не было незаселенного острова, поэтому они насильно выселили около 2000 чагосцев с архипелага Чагос. 148. Собаки, как и люди, страдают от посттравматического расстройства и могут сохранять память о травмирующих событиях всю жизнь. 149. Рубиновый шоколад, представленный швейцарской компанией Берри Калибот в 2017 году, называют четвертым видом шоколада. Он отличается естественным розово-красным цветом и фруктово-ягодным вкусом, получаемым из особых сортов какао-бобов, без красителей и ароматизаторов. 150. В Японии звук срабатывания затвора камеры нельзя отключить, это запрещено законом. 151. Так как китообразные относятся к отряду китопарнокопытных, их детенышей зоологи называют телятами. 152. Возраст лошади можно определить по передним зубам, у старых лошадей они стертые. Отсюда пошло выражение «дареному коню в зубы не смотрят». 153. В мире существует около 40 видов семейства псовые, и лишь один из них, собственно, собаки, включая все породы. 154. Круизные лайнеры используют до 250 тонн топлива в день. 155. Самый древний из известных по имени правителей Ирихор, додинастический царь Верхнего Египта, живший около 5000 лет назад. 156. Бриллианты радиопрозрачны и не видны на рентгеновских снимках. 157. Мировые рекорды в упражнении планка поражают. Среди мужчин рекорд держит чех Йозеф Шалик, почти 9 часов 40 минут. А среди женщин канадка Донна Джин Уайлд с результатом 4 часа 30 минут. 158. Американо-канадская граница – самая протяженная граница в мире, не имеющая военной защиты. 159. Выхухоль обитает только в России, Украине, Беларуси и локально в западной части Казахстана, строя подводные норы в бассейнах Волги, Днепра, Дона и их притоках.
Согласно словарю Даля, выхухоль означает вонючка, зверька так прозвали за едкий мускусный запах. 160. У нарвала есть только два зуба. Левый верхний клык у самцов вырастает в знаменитый бивень, который торчит наружу, а правый зуб обычно остается скрытым под десной. У самок бивень появляется крайне редко, примерно в одном случае из 500. 161. У Селин Дион 13 братьев и сестер. Селин – самая младшая, 14-й ребенок в семье. 162. Современные жевательные резинки делают из синтетических полимеров поливинилацетата, полибутадиена и полиизобутилена, которые придают им эластичность. Эти же вещества используют в клеях и пленках. 163. Аллигаторы любят греться на камнях, но если поблизости нет камней, они забираются на деревья и греются на ветках. 164. Военная медаль США за мужество и отвагу, проявленные в бою. Серебряная звезда, сделана из бронзы с позолотой. 165. Бенедикт Камбербэтч, сыгравший Шерлока Холмса в одноименном сериале, родственник Артура Канан Дойля, автора романов о Холмсе. А еще он родственник Ричарда III, которого сыграл в сериале «Пустая корона». 166. Люди получили белую кожу в ходе эволюции всего около 8 тысяч лет назад, хотя наш вид существует уже более 300 тысяч лет. 167. Наша планета движется в космическом пространстве со скоростью 2 160 000 км в час. 168. Исследования показывают, что пары, которые дольше ухаживали друг за другом до свадьбы, реже разводятся, чем те, чьи отношения начинались с бурной страсти и стремительного романа. 169. У тараканов самое острое ночное зрение из изученных наукой существ. 170. Слово «музей» происходит от древнегреческого слова «музеон», что в переводе означает «учреждение муз». Музы в древнегреческой мифологии – покровительницы искусств и наук. 171. Примерно 65% территории России покрыто вечной мерзлотой. 172. Заключенные в Бразилии используют велотренажеры, чтобы скостить себе срок. Тренажеры подключены к электростанции и обеспечивают освещение дорог в ближайшем городе. За каждые отработанные 3 8-часовые смены срок нахождения в тюрьме уменьшается на 1 день. 173. Керосиновая повозка для верховой езды Даймлера – первый в мире мотоцикл, созданный в 1885 году Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом. 174. До начала XIX века в Азии суши ели без риса. Рис использовали для ферментации рыбы, а потом выбрасывали. 175. В музее испанского города Хатива портрет короля Филиппа V уже более 70 лет висит вверх ногами. Это символическая месть горожан монарху, приказавшему сжечь их город в 1707 году. 176. Минога не может закрыть рот, поскольку у нее нет челюстей. 177. Американка Шанель Такпер занесена в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого длинного языка в мире – 9,75 сантиметра. Своим языком Шанель может вынимать блоки из дженги, держать ложку и даже дотрагиваться кончиком до собственного носа и подбородка. 178. Во время Второй мировой войны британцы разработали проект «Хабаккук» – план построить авианосцы из пайкерита, то есть смеси льда 86% и опилок 14%. Такие корабли должны были быть почти неуязвимы и не тонули бы при повреждениях, но на деле таяли и требовали постоянного охлаждения, поэтому проект быстро заморозили. 179. В шоколаде всегда содержатся фрагменты покрова насекомых, поскольку полностью очистить от них какао-бобы невозможно. Аллергию на шоколад может вызывать хитин, а не какао. 180.
После аварии на Чернобыльской АЭС ученые обнаружили новый минерал – чернобылит. Он образовался из расплавленного топлива и строительных материалов реактора и отличается крайне высокой радиоактивностью. 181. Чтобы избавиться от запаха пота, не стирая вещь, положите ее в морозилку, низкая температура убьет бактерии, производящие запах, и он пропадет. 182. В конце XIX века в Европе вошли в моду ванны-качалки, позволяющие человеку в процессе купания почувствовать себя качающимся на морских волнах. 183. 8 из 10 самых продаваемых музыкальных альбомов всех времен были выпущены в период с 1973 по 1982 год. А 5 из них вышли в 1976 и 1977 годах. 184. В ряде западных исследований показано, что многие мужчины отдают предпочтение женщинам со соотношением талии к бедрам около 0,7, то есть талия 70% от бедер. 185. Горилла Коко умела говорить на языке жестов и понимала на слух около 2000 английских слов. У нее были любимцы-котята, которым она дала имена. Когда Коко сказали, что ее друг, актер Робин Уильямс, ушел из жизни, горилла показала на языке жестов «женщина плачет», имея в виду себя. 186. Ложная информация и фейковые новости распространяются в социальных сетях значительно быстрее и шире, чем правдивые сообщения, показало исследование MIT. 187. Иногда путешественники путают Саранск с Копенгагеном, потому что внутренний код аэропорта столицы Мордовии на кириллице совпадает с международным кодом аэропорта столицы Дании. 188. Во время полета Юрия Гагарина в космос Иосиф Сталин еще лежал в мавзолее. 189. Психологи утверждают, что мы часто влюбляемся в людей, похожих на наших родителей, с которыми у нас остались нерешенные проблемы детства. Сами того не подозревая, мы стремимся решить эти проблемы в зрелом возрасте. 190. В 2020 году японские исследователи нашли в Антарктиде банку Coca-Cola, пролежавшую там более 50 лет. Банка оказалась очень редкой, такой старинной банки не было даже в коллекции самой компании. 191. Долгая жизнь в космосе делает сердце космонавта почти идеально круглым. Без гравитации ему приходится работать меньше, и оно теряет часть мышечной массы. 192. Около 80% кислорода в атмосфере производят водоросли, планктон и бактерии в океане, а вовсе не деревья. 193. Синие киты способны загореть, их кожа заметно темнеет, если они проводят у поверхности воды много времени, не опускаясь на глубину. 194. Глазной слуга – человек, который выполняет свои обязанности только когда за ним наблюдают. 195. С 1929 по 1940 год в СССР действовала непрерывная рабочая неделя. Суббота и воскресенье были рабочими днями, а каждому работнику назначался один выходной день в пятидневке. 196. Желание «сходить по-большому» – главная и почти единственная причина, по которой ленивцы спускаются с деревьев. 197. Растение Канопhytum pygei, произрастающее в Южной Африке, на одной из стадий своего цветения напоминает человеческие губы. 198. В 2015 году астронавт Крис Хэтфилд выпустил первый музыкальный альбом, полностью записанный на МКС. 199. Шкала Фаренгейта была введена за 18 лет до шкалы Цельсия. Мир перешел на измерения по Цельсию под влиянием Британской империи, где стали использовать его шкалу. 200. Провинция Альберта в Канаде – крупнейшая в мире заселенная территория, где не встречаются дикие крысы. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ.
Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео. И только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 201. Раньше слово «челюсть» использовалось для обозначения всего лица, объединяя в себе слова «чело», то есть лоб, и «уста», то есть рот. 202. В китайском искусстве до начала 20 века почти не встречаются изображения большой панды, хотя это животное водится только в Китае. 203. Полная версия известной поговорки звучит так: «Губа не дура, язык не лопатка, знает, что горько, что сладко». 204. На многих морских судах эпохи парусного флота моряки спали в гамаках. Они качались вместе с кораблем, поэтому спать было безопаснее и удобнее даже при сильной качке. 205. На стороне Третьего рейха во Второй мировой войне воевали страны оси – Германия, Италия и Япония, а также их союзники – Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия, Хорватия и Таиланд. К временным союзникам Германии относят также Финляндию и Ирак. 206. Современные дети в беге на средние дистанции, до 3 километров, тратят на 15% больше времени, чем тратили в детстве их родители. 207. В 1987 году дельфин, умеющий ходить на хвосте, популярный трюк на шоу в аквапарках, обучил ему своих диких собратьев, и несколько лет вся колония развлекалась в море, подпрыгивая и прохаживаясь на хвостах. 208. В условиях невесомости космонавты хуже чувствуют, что мочевой пузырь наполнился, поскольку внутренние органы не давят друг на друга так, как на Земле. Поэтому их приучают следить за временем и пользоваться туалетом примерно каждые 2 часа. 209. Исследование, проводившееся в течение 6 лет, выявило, что мужчины, которых любят и высоко ценят их жены, в среднем живут дольше тех, кому супруги относятся более равнодушно. 210. В 1930 году в Африке насчитывалось около 10 миллионов диких слонов. Сегодня их численность составляет всего около 400 тысяч особей. 211. Несмотря на то, что использование консервных банок для сохранения пищевых продуктов было известно еще в 1772 году, первое устройство для открывания таких банок было запатентовано только в 1855 году. 212. Кабинетная мифология – это мифы и божества, придуманные не народом, а учеными и писателями. Они возникали из ошибок, фантазий и попыток достроить прошлое. Так, например, богиня Лада, часто называемая славянской, большинством исследователей считается поздней выдумкой. 213. Задолго до того, как землю покрыли деревья, на ней росли гигантские грибы. 214. Бролигархия – новое слово из словаря Коллинз, обозначающее группу сверхбогатых людей, имеющих колоссальное политическое влияние. В США к ним относят Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга. 215. После проведенного эксперимента ученые пришли к выводу, что чем больше фотоснимков и видеозаписей мы сделаем во время события, тем хуже это событие нам запомнится. 216. Космонавты на борту МКС переодеваются рядом со специальным устройством, которое всасывает частицы кожи и мелкие волоски. В противном случае вся эта человеческая пыль разлеталась бы по станции.
217. Знаменитые персидские ковры ручной работы всегда должны иметь изъян. Персидские ткачи намеренно оставляли их в каждом изделии, веря, что только Бог может создать что-либо абсолютно совершенное. 218. Отдельные электроны в электрическом проводе в отсутствии электрического поля движутся хаотично и очень медленно, около 8 см в час. 219. 7 ноября 1800 года в Париже был принят закон, согласно которому женщины могли носить брюки только с разрешения полиции. Без такого разрешения это считалось нарушением. 220. Эффект плацебо работает даже тогда, когда пациент знает, что принял плацебо, а не настоящее лекарство. 221. Рекорд по наиболее длительному пребыванию в космосе принадлежит русскому космонавту Валерию Полякову. На станции «Мир» он провел 437 суток подряд. 222. Тесты ДНК 39 живых родственников Адольфа Гитлера выявили, что среди его предков встречались и евреи, и даже африканцы. 223. Неконтактные народы живут в добровольной изоляции. Они знают о существовании остального мира, но предпочитают не иметь с ним никакого контакта. 224. Одно из крупнейших литературных произведений в мире – индийский эпос Махабхарата. Он примерно в 5 раз длиннее Библии, состоит из 18 книг и содержит более 75 тысяч двустиший. 225. Фонтаны Петергофа не имеют насоса, вода стекает в них по специально сооруженным каналам из родников Ропшинских высот. 226. Самое длинное слово в русском языке – тетрагидропиранил, циклопентилтетрагидропиридопиридиновые. 227. В 2003 году президент США Джордж Буш-младший упал с сегвея, после чего вся партия проданных на тот момент сегвеев была отозвана. 228. Вокруг звезды HD 10180. Вращаются как минимум 7 экзопланет. 229. Первый в мире памятник Карлу Марксу был открыт в Пензе в 1918 году. Он был выполнен из глины и простоял всего около 10 дней. 230. Минерал акинит очень хрупкий и выглядит как пух. 231. На создание мультфильма «Пластилиновая ворона» ушло около 800 килограммов советского пластилина. 232. Софья Андреевна, жена Льва Толстого, в шутку звала его «пупок», чем сильно задевала писателя, он даже жаловался на это сестре супруги. 233. Аляпки обитают у шумных рек и стремительных ручьев, где перекричать поток почти невозможно. Вместо громких сигналов они, так сказать, разговаривают подмигиваниями. Их белые веки отчетливо выделяются на фоне темного оперения головы. 234. Хрен слаще редьки. 235. Майоркскую жабу-повитуху долго считали вымершей. В 1977 году ее знали лишь по окаменелостям, пока через 3 года на Майорке не нашли живых особей. Самцы этих жаб носят на спине икринки и поддерживают их влажность до вылупления. 236. 70% населения Земли не пользуются туалетной бумагой. 237. Согласно эксперименту, проведенному НАСА в 1998 году, розы в космосе обладали более ярким ароматом. 238. Натуральный вишневый сок содержит мелатонин, гормон, способствующий засыпанию. Если у вас есть проблемы со сном, стакан вишневого сока без сахара, выпитый на ночь, может вам помочь. 239. Одно из ключевых различий между лягушками и жабами в том, что лягушки зависят от воды и не могут долго обходиться без нее, тогда как жабы способны выживать на суше, удерживая влагу в своей плотной коже. 240.
По данным опроса, совместное занятие ремонтом жилья привело к разводу 20% пар, а 39% опрошенных заявили, что с самого начала пожалели, что согласились на это. 241. Сальвадор Дали сам не имел этой пагубной привычки, но носил с собой роскошный портсигар, инкрустированный драгоценными камнями. Вместо стандартного для этой вещи содержимого он хранил в нем накладные усы и с шутливым видом предлагал их друзьям, произнося «усы, усы, усы», однако почти никто не отваживался их взять. 242. Госслужащим США законом запрещено спать на работе. 243. На Чукотке есть коса под названием «русская кошка» и мыс под названием «американская кошка». 244. Ирина Аллегрова использует псевдоним своего отца, артиста оперетты Александра Саркисова, как свою настоящую фамилию. Александр Саркисов, армянин по происхождению, сменил фамилию на Аллегров в юности, образовав ее из музыкального термина «аллегро». 245. В Петрограде в 1918 году в конфискованных доходных домах лифтами разрешалось пользоваться только для подъема, и то не всем жильцам. 246. У некоторых видов мотыльков звукопоглощающие крылья, это мешает летучим мышам охотиться на них при помощи эхолокации. 247. Южноафриканская огненная лилия зацветает только после пожара. Вещества из дыма пробуждают ее луковицы, и уже через 9-12 дней на обугленной земле распускаются яркие цветы. Событие, которого растение может дожидаться десятилетиями. 248. 90% людей, впервые купивших электрогитару, навсегда бросают играть на ней в течение года, выяснило исследование, проведенное Fender Gaiters. 249. Гинекократия – это термин, обозначающий власть женщин или общества, в котором женщины занимают доминирующее положение. То же самое, что матриархат. 250. Ученый Вернер Гейзенберг подвергался преследованиям со стороны нацистов, пока его мать не поговорила с матерью Генриха Гиммлера, попросив ее заставить сына оставить в покое ее сына. Это сработало. 251. L-цистеин – улучшитель теста, применяемый в хлебе и выпечке. Его получают из человеческих волос, перьев, животных тканей или производят синтетически. Цистеин из волос все еще встречается в некоторых цепочках поставок. 252. На знаменитой картине Решетникова «Опять двойка» на стене висит репродукция другой картины Решетникова «Прибыл на каникулы», а на картине «Переэкзаменовка» репродукция картины «Опять двойка». 253. Числа Харшад – это натуральные числа, которые делятся нацело на сумму своих цифр. Таким числом является, например, 2025. 2 плюс 0 плюс 2 плюс 5 равно 9, а 2025 разделить на 9 равно 225. 254. Сербы при письме могут использовать как латиницу, так и кириллицу. Выбор алфавита осуществляется пишущим по собственному желанию. 255. Полярные медведи редко нападают на моржей напрямую, ведь взрослые особи слишком крупные и опасны. Вместо этого медведь может напугать целое стадо, заставив животных в панике броситься в воду. В давке некоторые из них получают травмы или погибают, и тогда медведь спокойно нападает на тех, кто остался на берегу или был ранен. 256. Неспособность простоять на одной ноге 20 секунд и более указывает на наличие проблем со здоровьем мозга, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и другие. 257. Римский корабль длиной 25 метров, который потерпел крушение в извилистом притоке Рейна примерно в 190 году нашей эры, возможно, из-за навигационной ошибки. Выставлен в археологическом музее Утрехта, Нидерланды. 258. В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких – редкий снимок из лаборатории Polaroid середины прошлого века. На нем главный химик компании Говард Роджерс сидит среди тысяч крошечных бутылочек с реагентами.
На первый взгляд это кажется хаосом из пробирок, но именно здесь создавалась революция, изменившая визуальную культуру навсегда. На протяжении 15 лет команда Polaroid провела более 5000 экспериментов, стремясь к невозможному – мгновенной цветной печати. Каждый флакон был новым вариантом красителя, комбинацией проявителей формулой, которая могла либо провалиться, либо стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий ближе всех к камере, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Все эти тысячи бутылочек содержали красители, проявители и реагенты, заложившие фундамент уникального химического процесса моментальной печати. Мгновенная фотография стала культурным феноменом, вошла в искусство, моду и документалистику, но началась она с таких лабораторий, где ученые мечтали подарить людям возможность увидеть момент сразу. Polaroid – это не просто фото, это история о том, как тысячи маленьких экспериментов могут привести к одному большому чуду. 259. Аморфофалус титанический – это растение, которое заставляет забыть все, что вы знали о прекрасных цветочках. Это настоящий рок-н-ролльщик от мира ботаники. Он огромен, дурно пахнет и появляется на публике раз в несколько лет, устраивая настоящий ажиотаж. Это растение не просто большое, оно монументальное. Высота может достигать 3 метров. Под землей скрывается гигантская картофелина весом до 100 килограммов. В дикой природе он растет только на острове Суматра, а в ботанических садах его цветение ждут десятилетиями. Если обычные цветы привлекают пчел ароматом нектара, то аморфофалус делает ставку на других парней – мух и жуков-мертвоедов. Для них он создает идеальную имитацию – гниющего мяса. Когда цветок раскрывается, он начинает источать сложный букет из запахов тухлой рыбы, несвежих яиц и грязных носков. Более того, верхушка цветка нагревается до 36-37 градусов Цельсия, чтобы запах распространялся как можно дальше по джунглям. Большую часть времени растение проводит в виде огромного одиночного листа, который больше похож на дерево, но раз в 5-10 лет происходит магия. Вместо листа из земли начинает стремительно расти гигантский бутон. Цветение длится всего 24-48 часов. В это время ботанические сады переходят на круглосуточный режим работы, а очереди к цветку выстраиваются на километры. Как только опыление или его имитация завершено, огромная конструкция вянет и разрушается буквально на глазах. Сегодня аморфофалус титанический находится под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов на Суматре. Ботанические сады ведут настоящую перекличку, обмениваясь пыльцой, чтобы сохранить этот уникальный вид. 260. 31 января 2026 года во Флориде произошло то, что местные жители назвали «дождем из игуан». В конце января 2026 года на США обрушился мощный зимний шторм. Холодный воздух прорвался так далеко на юг, что добрался даже до тропических районов Флориды. Температура в южных частях штата упала до 2-4 градусов Цельсия, а местами и ниже, что для этого региона настоящий экстремальный мороз. Игуаны – животные холоднокровные, их жизнедеятельность полностью зависит от внешней температуры. Когда столбик термометра опускается ниже 10 градусов Цельсия, их метаболизм замедляется. При падении температуры ниже 4-5 градусов они впадают в состояние анабиоза. Мышцы теряют хватку, и игуаны падают с веток деревьев на тротуары, машины и газоны. Они живы? В большинстве случаев да. Они выглядят мертвыми, так как не двигаются и почти не дышат, но на самом деле они просто замерзли в режиме ожидания. Как только солнце прогревает воздух, игуаны оттаивают и, как ни в чем не бывало, уползают обратно по своим делам. Местные службы спасения предупреждали: не несите замерзшую игуану в теплый дом или машину. Как только она согреется, она может проснуться очень злой и устроить в салоне настоящий хаос.
261. Миксины – одни из самых примитивных позвоночных на планете, хотя технически они беспозвоночные позвоночные. У них есть хрящевой череп, защищающий крошечный мозг, но полностью отсутствует позвоночный столб. Вместо него форму тела поддерживает нотохорда, гибкий стержень. У них нет челюстей, вместо этого род миксины оснащен двумя рядами роговых зубов на мощном языке, которые работают как терка, позволяя буквально вгрызаться в плоть. Самая известная черта миксин – их невероятная способность производить слизь. На теле рыбы расположено около 100 пор, выделяющих особый белок. Одна миксина за считанные секунды может превратить ведро воды в плотное желе. Если хищник, например, акула, пытается схватить миксину, она выпускает облако слизи, которое моментально забивает жабры агрессора, заставляя его отступить, чтобы не задохнуться. Интересный факт. Чтобы сама миксина не задохнулась в собственной слизи, она умеет завязываться в узел. Пропуская этот узел вдоль всего тела, она буквально счищает с себя лишний клейкий слой. Миксины – настоящие экстремалы выживания, и их внутреннее устройство не похоже ни на что другое. 4 сердца, одно основное системное и 3 вспомогательных, которые помогают качать кровь в разных частях тела. Кожное дыхание, они могут поглощать кислород не только через жабры, но и через кожу. Рекордная голодовка, благодаря крайне медленному метаболизму миксина, может обходиться без еды до 7 месяцев. Отсутствие глаз, точнее глаза у них есть, но они скрыты под кожей и лишены хрусталика. В вечной тьме океанского дна они им не нужны, миксины полагаются на феноменальное обоняние и осязание. Несмотря на пугающий вид, миксины играют важнейшую экологическую роль. Они главные утилизаторы морского дна. Находя тушу павшего кита или крупной рыбы, миксины проникают внутрь через естественные отверстия или прогрызают свои, выедая добычу изнутри и оставляя после себя только скелет и кожу. 262. В реках Англии на протяжении веков находили маленькие каменные звездочки. Люди верили, что это монеты фей или следы древней магии. Оказалось проще. Это части тел существ, которым больше 450 миллионов лет. Это фрагменты древних морских лилий, креноидея, родственники морских звезд. У них было тело-чашечка и длинный стебель, состоящий из множества колец. Вот эти колечки и превращаются в те самые звездочки. После смерти животного стебель распадается на кусочки, и каждый кусочек почти идеальная маленькая звезда. Добавьте миллионы лет минерализации, и получится идеальная монетка. 263. Впечатляющий масштаб антарктического ледяного щита. На изображении показано наглядное сравнение толщины антарктического льда с крупным городом. Такой масштаб трудно представить по цифрам, поэтому подобные визуализации помогают увидеть реальные размеры этого ледяного массива. Антарктический ледяной щит – крупнейшее хранилище пресной воды на Земле. Он покрывает почти весь континент, а лед в нем накапливался миллионы лет. Снег постепенно уплотнялся под собственным весом и превращался в плотный лед. Этот лед лежит на суше, непосредственно на материке Антарктида, хотя под огромным давлением он медленно течет от центра континента к побережью, где образуют шельфовые ледники и айсберги. Средняя толщина антарктического льда составляет около 2160 метров, однако в некоторых районах он значительно глубже. Например, в регионе Терра-Адели толщина ледяного покрова достигает примерно 4776 метров, почти 5 километров сплошного льда, накопленного за миллионы лет. Как ни удивительно, а на Северном полюсе теплее, чем на Южном. Он находится на уровне моря, а Южный на высоте 2,8 километра над уровнем моря, и более того, Северный освещается солнцем на неделю дольше Южного. 264. Дистопия из бетона. Нигде упадок современности не выглядит так, как здесь. На этом крошечном острове у берегов Японии когда-то кипела жизнь. Более 5000 человек ютились в тесных бетонных коробках, работая в угольных шахтах под морским дном. На 16 акрах умещалось все – квартиры, школы, магазины и даже кинотеатр. Это было одно из самых густонаселенных мест на планете.
Но в 1974 году шахта закрылась, и жизнь исчезла почти в одночасье. Остался лишь огромный бетонный призрак, стены, крошащиеся в океан, крыши, рушащиеся под натиском штормов, и растения, неспешно возвращающие себе власть над руинами. С высоты остров все еще напоминает силуэт военного корабля, отсюда его имя «Остров-корабль». Сегодня он входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и остается одним из самых знаменитых заброшенных мест мира, реальным воплощением урбанистической дистопии. 265. На фото «Путь Моисея». Море здесь реально расступается. Но не так, как вы думаете. За эффектной картинкой чистая физика. Это песчаная коса, которая обычно скрыта под водой. Во время экстремально низкого отлива уровень моря падает на десятки сантиметров, и вдруг проявляется длинная дорога протяженностью до 2 километров. Через час ее уже нет. Все дело в 3 вещах. Луна классически тянет воду и задает приливы, форма дна, здесь есть подводный гребень из песка, рифы гасят волны и держат воду по бокам. И открывается узкий участок суши, как будто кто-то провел линию в океане. Это явление очень короткое, все занимает меньше часа, и вода возвращается быстро и моментально накрывает участок волнами. 266. Нина Пронюшкина и Эльвира Фомичева. Абсолютные рекорды стратосферных женских прыжков с парашютом. Нина Пронюшкина с зеркалом наносит слой гусиного жира на лицо. Установила рекорд ночного одиночного прыжка класс G2 FAI с высоты 14 974 метра. В свободном падении 14 400 метров. Раскрытие купола на 570 метрах. 28 октября 1977 года. Позже рекорд убрали из реестра FAI как опасный для жизни. Эльвира Фомичева – абсолютный рекорд FAI в классе G2. Дневной одиночный прыжок с высоты 15 760 метров. В свободном падении 14 800 метров. Раскрытие купола на 960 метрах. 26 октября 1977 года. Рекорды советских парашютисток не побиты и сегодня. 267. В Европе для борьбы против вони придумали парфюм, а вся Русь ходила в баню и мылась там. На первый взгляд несущественное различие, но за ним скрывается действительно разный подход к вещам. 268. Арка Тита, воздвигнутая в 81 году нашей эры, в честь императора Тита до сих пор стоит на Виа Сакра в Риме, напоминая о его военных успехах, особенно о разгроме Иерусалима в 70 году нашей эры. Барельефы на арке изображают триумфальное шествие римлян с трофеями, среди которых знаменитая минора. Этот памятник не только увековечил Тита, но и стал образцом для триумфальных арок по всему миру, символизируя власть и победу. А сегодня он еще и одно из культовых мест для любителей истории и туристов. 269. Дверь XIV века в Эксетерском соборе в Великобритании считается старейшей из существующих дверей с кошачьей дверцей внизу. В архивах собора есть записи о том, что кошки епископа официально состояли на довольстве пенни в неделю и должны были за эту скромную зарплату нещадно расправляться с крысами и мышами в северной башне собора. 270. Бросок века. Летние Олимпийские игры, Германия, 1972 год. Вильфред Дитрих, весивший около 118 килограммов, умудрился оторвать от земли огромного 200-килограммового Криса Тейлора и бросил его на ковер через себя. Это был невероятный и чрезвычайно рискованный прогиб. Американец просто не ожидал ничего подобного, упал на спину и потерпел досрочное поражение. Проиграв, Тейлор бросил фразу, которая вмиг разлетелась по газетам всего мира. «Не думал, что в мире есть человек, который сможет оторвать меня от ковра и бросить. Но я ошибался». Шведский фотокорреспондент Уля Сейболт успел нажать на кнопку своего аппарата в самый нужный момент той схватки и получил заслуженную премию за лучшее фото Олимпиады. 271. Динозавр обнаружен в шахте в Альберте в Канаде в 2011 году.
Окаменелость динозавра-нодозавра является одним из наиболее хорошо сохранившихся окаменелостей в своем роде, вплоть до его кожи, чешуи и даже содержимого желудка. Эти травоядные в тяжелой броне ходили по земле между поздним юрским и поздним меловым периодом, причем этот особый экземпляр датируется 110 миллионами лет. 272. Колос Родосский, куда исчезло знаменитое чудо света. На изображении реконструкция, как бы выглядел Колос Родосский в наши дни. Его строили 12 лет. Простоял меньше 60, а потом он еще 800 лет лежал и пугал людей. Родос отбился от осады царя Диметрия Палеаркета. Захватчики бросили осадные машины, огромные башни, катапульты, тараны. Родосцы все это продали и сильно разбогатели. И решили, а давайте поставим статую. Не просто памятник, а гиганта в воспоминание о славной битве. Так появился Колос, бог солнца Гелиос, высотой 33 метра. Это как 10-этажный дом. Для 3 века до нашей эры почти космический уровень, причем строили его не цельным. Внутри каменный каркас и железо, снаружи бронзовые пластины. Поднимали по частям, насыпая вокруг статуи земляной холм. То есть Колос буквально вырос из земли, как будто его откапывали. Через 60 лет его погубило землетрясение. Статуя ломается в коленях. Гигант падает. И все. Его не восстанавливают. Слишком дорого. Так тут Колос и лежал почти 800 лет. И даже в таком виде считался чудом света. Писали, что один палец руки был толще человека. Люди приходили смотреть на обломки, как мы сейчас на динозавров в музее. А потом пришли арабы. В VII веке остров захватил халиф Муавия I и приказал продать остатки статуи. Статую распилили, бронзу вывезли на 900 верблюдах. 273. 17-летний парень собрал ядерный реактор в сарае и почти добился того, чего боятся даже профессионалы. Эта история произошла в начале 90-х в США. Его звали Дэвид Хан. Обычный школьник. Любил химию, читал золотую книгу экспериментов и заболел идеей собрать самодельный ядерный реактор-размножитель. Это такой тип реактора, который производит ядерного топлива в количестве большем, чем потребность самого реактора. Закон сохранения энергии при этом, разумеется, не нарушается, потому что реактор перерабатывает условно бесполезные в ядерной энергетике изотопы в необходимые. Хан разобрал десятки бытовых приборов, от дымовых датчиков до старых часов, чтобы добыть радиоактивные вещества. Для консультаций писал письма ученым, притворяясь учителем физики, и шаг за шагом собирал прототип реактора. В сарае у мамы, и вот парадокс, реактор у него не получился. Но получилось кое-что хуже. Устройство не запустило цепную реакцию, зато стало мощным источником нейтронного излучения, примерно в 1000 раз выше естественного фона. Счетчик Гейгера буквально сходил с ума. Когда Хан понял, что натворил, он решил просто закопать все в лесу. Ночью, как будто это сломанный велосипед. Его остановила полиция, которая вычислила радиационное заражение. Дальше подключилась ФБР. Сарай разобрали как опасный объект. Участок вывезли на захоронение радиоактивных отходов. В зоне потенциального облучения оказалось до 40 тысяч человек. И это сделал подросток. Физики потом спорили. Один говорил, ему просто некому было объяснить ошибки. Из него мог бы вырасти сильный ученый. Другой был жестче. Он не построил реактор. Он устроил радиоактивный бардак. Оба по-своему правы. Дальше тишина и сломанная жизнь. Армия, подозрение, арест за попытку снова добыть радиоактивные материалы. Депрессия. В 39 лет Хана не стало. Иногда проблема не в том, что человек зашел слишком далеко, а в том, что рядом не оказалось никого, кто сказал бы «стоп, а давай попробуем по-другому». 274. В Токио и по всей Японии нередко можно увидеть детей уже с 5 лет, которые самостоятельно выполняют поручения или ездят в школу без взрослых. Согласно различным источникам, эта практика глубоко укоренившаяся культурная традиция, направленная на развитие у детей самостоятельности и личной ответственности с самого раннего возраста. Позволяя детям самостоятельно ориентироваться в общественных местах, родители считают, что помогают им вырасти более уверенными и способными людьми.
Такой высокий уровень независимости во многом возможен благодаря репутации Японии как одной из самых безопасных стран. Очень низкий уровень преступности, надежная транспортная система и культура, в которой люди готовы присматривать друг за другом, дают родителям чувство уверенности. Существует сильное ощущение коллективной ответственности. Если ребенок выглядит потерянным или ему нужна помощь, окружающие, скорее всего, вмешаются и помогут. 275. Кенийский учитель естественных наук Питер Табичи, который отдает 80% своей зарплаты на помощь нуждающимся ученикам, получил премию в $1 миллион и звание лучшего учителя мира. Действительно, всего один педагог способен дать импульс целому поколению. Питер Табичи работает в сельской школе Кении, где ресурсы крайне ограничены. На 58 учеников приходится всего один учитель, а доступ к интернету – редкость. Тем не менее, благодаря его поддержке дети не только продолжают учебу, но и побеждают в престижных научных конкурсах. Годами Питер покупал ученикам форму и учебники за собственные деньги, оставляя себе лишь минимум. Эта награда стала символом того, что настоящее образование держится на человечности и вере в учеников. Его пример вдохновляет миллионы людей по всему миру, показывая, что даже в самых сложных условиях доброта и знания способны творить настоящие чудеса. 276. Пазывыкский ковер – самый старый из обнаруженных неповрежденных ковров. Соткан 2500 лет назад, найден замороженным в горах Алтая. 277. На высоте свыше 5000 метров в окрестностях Эвереста фотографу Китти Павловски посчастливилось заснять редчайшего хищника – снежного барса. Этих таинственных животных увидеть невероятно сложно. Они мастерски сливаются с камнями и снегом, оставаясь невидимыми для человеческого глаза. Один удачный кадр, словно подарок судьбы, ведь за всю жизнь далеко не каждому удается встретить этого величественного зверя. Настоящее сокровище Гималаев. 278. В 1955 году Эмма Гейтвуд прочитала в National Geographic статью о тяжелейшем пешем маршруте через Апалачи 3489 километров. В статье говорилось, что только 5 человек смогли пройти его за один сезон, и что, разумеется, никакой женщине это не под силу. Эмме в это время было 68 лет. Она уже была матерью 11 детей, бабушкой 23 и прабабушкой еще 30. Женщина решила, что это хорошая идея, и пошла налегке. Она пошла в кедах и взяла с собой только армейское одеяло, плащ, пластиковые занавески для ванной, аптечку, одну смену одежды и небольшой запас еды. Все. У нее не было карты, компаса, путеводителя, палатки, спальника и рюкзака. Ее рацион состоял из вяленой говядины, сыра и орехов. Остальную еду она находила в лесу. Она похудела на 15 килограммов, ее размер обуви увеличился с 8С до 8Д, но она прошла весь маршрут за 142 дня. Через 5 лет она пройдет этот маршрут еще раз. А потом еще раз, в 75 лет. 279. В 1972 году, во время отпуска Стефано Мариатини, инженер из Рима, нырявший с дыхательной трубкой у берега Монастирачи близ Риачи, заметил торчащую из песка человеческую руку. Решив, что произошло что-то страшное, он вызвал полицию. Со дна Ионического моря были подняты 2 статуи воинов из Риачи, древнегреческие бронзовые статуи V века до нашей эры. 280. Слон – единственное животное, у которого есть ритуал захоронения. Как известно, только у слонов, людей и неандертальцев есть ритуал захоронения. Обычно продолжительность жизни слона составляет 60-80 лет. Если слон болеет, то члены стада приносят ему еду и поддерживают его, когда он стоит. Если слон умер, то они будут пытаться оживить его с помощью воды и еды некоторое время. Когда становится ясно, что слон мертв, стадо замолкает. Часто они выкапывают неглубокую могилу и накрывают умершего слона грязью и ветками, и после этого будут оставаться возле могилы в течение нескольких дней. Если у слона были очень близкие отношения с умершим, то он может быть в депрессии. Стадо, которое случайно натолкнулось на неизвестного, одинокого мертвого слона, проявит подобные отношения.
Кроме того, были случаи, когда слоны хоронили таким же образом мертвых людей, которых они находили. 281. Австралийская семья устроила барбекю в кемпинге и неожиданно оказалась в окружении десятков пальмовых воров, крупных наземных ракообразных. Эти существа могут достигать метров в длину и обладают острым обонянием, но для людей абсолютно безвредны. Несмотря на грозный вид, пальмовые воры не атакуют людей, зато нередко крадут вещи из кемпингов. Семья смогла спокойно понаблюдать за необычными гостями, сделать фото и пополнить коллекцию историй о приключениях на природе. 282. Баобаб может вместить до 150 тысяч литров воды. Во время засухи баобаб начинает тратить запасы жидкости. В этот момент дерево заметно уменьшается в объеме и сбрасывает листву. Слоны инстинктивно знают, что баобабы накапливают воду, и если с водой проблемы, слоны идут к баобабам, чтобы утолить жажду. Кора баобабов достаточно мягкая, и слоны ее сдирают. Толщина ствола баобаба достигает 8 метров, а высота – 25 метров. 283. На фото казуарная слива выглядит аппетитно, но ни в коем случае не стоит ею лакомиться. Это опасно для жизни. Дерево вырастает до 30 метров в высоту и дает крупные плоды. Напоминают плоды нашей жимолости, не так ли, только гораздо крупнее. Плоды эти ядовиты практически для всех животных. У человека вызывают тошноту, сильную боль в животе, известны даже смертельные случаи. Ядовитый сок течет по всему дереву, и даже от контакта с корой на коже могут быть повреждения. Но есть одно животное, которое живет с ним в симбиозе. Это легендарная птица, казуар, от которой и пошло название. Казуары проглатывают фрукты целиком. Желудок казуара содержит уникальную комбинацию пищеварительных ферментов, и он невосприимчив к токсинам. В свою очередь, казуар разносит семена по всем окрестностям. 284. В 1830-х годах моряки в Швеции посадили 300 тысяч дубов. По задумке военно-морского ведомства, эти деревья в далеком будущем должны были использоваться для производства кораблей. После окончания опустошительных наполеоновских войн шведский король отправил делегацию на поиски идеальных мест для посадки дубов. Шведы еще в те годы сажали деревья с прицелом на 20 век, заботясь о судьбе будущих поколений. Посадить целый дубовый лес – задача сложная. Кроме, собственно, дубов, нужно грамотно расположить в лесу и другие деревья, такие как ясень, вяз, клен, бук и пихта. Это стимулирует дуб расти вверх, а не расползаться вширь. А именно длинные прямые стволы ценились в кораблестроении, деревья выросли идеальными, прямыми, мощными. Только в наши дни современные военные корабли строятся из металла, поэтому сейчас это просто красивый дубовый лес Висингсё, расположенный на острове на озере. 285. На фото французские пожарные каски 1820-х годов. Теперь понятно, откуда был взят причудливый дизайн шлема Дарта Вейдера из «Звездных войн». Выглядит вычурно, но на тот момент дизайн был вполне практичным. Каски были специально разработаны для защиты пожарных от дыма и других токсичных газов во время их работы по тушению пожаров. Накладка на лицо, как правило, делалась из кожи со стеклянными очками для защиты глаз. К ним можно было прикрепить специальный воздушный баллон для подачи свежего воздуха в маску. В 1820 году каски были представлены в Париже и быстро распространились по всей Европе и Соединенным Штатам. В конце XIX века им на смену пришли более практичные варианты, а противогазы стали оснащать фильтрами из древесного угля. 286. К 20 годам Джордж Вашингтон уже перенес серьезный кариес, а к моменту вступления в должность президента в 1789 году у него остался один собственный зуб. Его протезы, изготовленные из кости бегемота, с золотой проволокой и латунными винтами, возможно, включали и вставные зубы, приобретенные у других людей. Несмотря на высокое качество работы, протезы причиняли боль и искажали выражение его лица. Джордж Вашингтон носил их на официальных мероприятиях, мужественно выдерживая постоянный дискомфорт. 287.
Астрономические часы «Орлы» в Праге – одни из самых старых работающих астрономических часов в мире. Они были установлены в 1410 году на башне Prague Astronomical Clock. Часы не только показывают время, но и положение Солнца, Луны и знаков зодиака. Каждый час фигурки апостолов начинают двигаться, устраивая небольшое механическое представление для туристов. 288. Шейх Заид бен Султан аль-Нахаян, 1918-2004 годы жизни, основатель и первый президент Объединенных Арабских Эмиратов. В молодости он вел кочевую жизнь бедуина, никогда не ходил в школу, образование получил по Корану, а в 1966 году заменил старшего брата на посту правителя Абу-Даби. Новый шейх предпринял первые шаги, чтобы вывести Эмират из мрачного средневековья и взял курс на создание современной инфраструктуры и образование местных жителей. Шейху Заиду удалось убедить народы Эмиратов и другие правящие семьи к объединению в федерацию, что было непросто. Шейхи других Эмиратов были настроены подозрительно и скептически, так как федерация ослабляла их личную власть. После титанических усилий со стороны шейха Заида 2 декабря 1971 года были основаны Объединенные Арабские Эмираты. В них вошли 7 эмиратов договорного государства, за исключением Бахрейна и Катара, провозгласивших независимость после вывода английских войск. Основы преобразований стали создание современной инфраструктуры, открытость к миру, просвещение и образование местных арабов. Под руководством шейха аравийские бедуины совершили фантастический путь от племенного уклада жизни до одного из самых богатых государств мира и к экономической модели, впитавшей самые современные достижения мировой цивилизации. 289. Рокко Империале – одна из самых живописных средневековых деревень в Италии. Деревня выстроена в форме пирамиды, которая покрывает всю гору и спускается к равнине. Проживает здесь около 3500 человек. Основана императором Фридрихом II в 1220-х годах как неприступная крепость для контроля над путями из Сицилии, она прославилась Швабским замком на вершине. Тут в окрестностях император отдыхал и охотился. Но главное событие произошло в 17 веке, когда жители отбили атаку 4000 турецких пиратов. Сейчас тут довольно уютно, улочки полны цитрусовых, для которых здесь идеальный микроклимат. 290. Арнольд Шварценеггер еще в детстве твердил, что в жизни у него будет 3 цели – уехать в США, стать актером и жениться на Кеннеди. Парень из простой австрийской семьи сумел исполнить все. К середине 80-х он уже был мировой звездой и готовился войти в одну из самых влиятельных семей Америки. Мария Шрайвер, племянница Джона Кеннеди, и Арнольд познакомились в 1977 году на благотворительном турнире. Роман длился 4 года, но первое предложение Мария отклонила, решив сосредоточиться на карьере. Лишь в 1985-м она сказала «да». Свадьба в 1986 году стала событием года. Подготовка заняла 8 месяцев. Платье Dior создавали в Париже. На церемонии собрались сотни гостей, включая Опру Уинфри и Энди Орхола. Брак продлился 25 лет и подарил им 4 детей. В 2011 году союз распался после раскрытия тайны о внебрачном ребенке актера. 291. Она же хищник. Пускать пыль в глаза ей не нужно. Когда она охотится, то полностью сосредоточена, глаза широко раскрыты, уши торчком, а вид скорее заинтересованный, чем злой, как у ребенка, увидевшего бабочек, или взрослого за просмотром любимого сериала. Это у нас, у приматов, имеется россыпь грозных гримас. Мы мастера создавать впечатление, хмурим брови, выпячиваем грудь, раздуваем ноздри. Целое представление устраиваем, и все для соперника, чтобы оценил. А он старается в ответ. У кошек же попроще. Представления иногда случаются, но чаще кошка быстро решает, сражаться или бежать, и приступает к реализации. 292. Японцу, 47 лет ожидавшему смертной казни за преступление, которого он не совершал, присвоили компенсацию в $1 440 000.
Ивао Хакамото был арестован в 1966 году по подозрению в ограблении и убийстве начальника, его жены и двоих детей. На допросе при задержании он сознался в преступлении, но уже на суде сообщил, что дал показания под пытками. В итоге в 1968 году японца отправили в камеру смертников. В 2014 году дело отправили на пересмотр и доказали, что ДНК Хакамото не совпадает с ДНК из генетического материала крови, найденной на месте убийства. Всего японец провел за решеткой 47 лет и 7 месяцев. В конце сентября 2024 года его полностью оправдали, признав 3 случая фальсификации доказательств его виновности. 293. В 1960 году британский инженер-электрик Дэвид Латимер задумал необычный эксперимент. Он взял огромную 35-литровую стеклянную бутыль, насыпал на дно почву, с помощью проволоки аккуратно поместил внутрь рассаду и полил ее. Из 4 саженцев выжил лишь 1, но именно он стал легендой. Спустя 12 лет Латимер лишь раз приоткрыл бутыль, чтобы долить немного воды и плотнее закупорить пробку. После этого бутылка оставалась запечатанной навсегда. За полвека традисканция превратила свой стеклянный дом в идеальную мини-вселенную. Растение научилось само себя обеспечивать кислородом, питаться собственными отмершими листьями и непрерывно выбрасывать новые зеленые побеги. Внутри бутыли сформировалась замкнутая экосистема, где жизнь поддерживается исключительно за счет фотосинтеза. 294. Этот цветок выглядит так, будто он сбежал из декораций к фильму «Аватар» или вырос на другой планете. На самом деле перед вами Миконопсис хоридула, колючий гималайский голубой мак. 295. Зубы мегалодона. Длина каждого зуба 16 сантиметров. Мегалодон – это самая крупная акула в истории планеты. Ее длина 15 метров, вес достигал до 47 тонн. Мегалодоны были крайне медлительными рыбами, питались китами. Вымерли мегалодоны около 2,6 миллиона лет назад. Проиграли конкуренцию более проворным морским жителям, современным видам акул и касаткам. 296. Мало кто из поклонников фильма знает, что первым главную роль в «Приключениях Буратино» получил 9-летний Коля Кобликов. Леонид Нечаев быстро утвердил его, восхитившись артистичностью и обаянием мальчика. Съемки уже были в разгаре и продолжались почти 2 месяца, когда Колю случайно толкнули на лестнице. Мальчик неудачно упал, и у него откололся кусочек переднего зуба. Для сюжета была важна широкая улыбка Буратино, поэтому юному артисту и его маме предоставили паузу для визита к стоматологу и восстановления зуба. Мама Коли, Вера Федоровна Кобликова, рассказала о последующих событиях. Леонид Нечаев не хотел терять отснятый материал и искать нового артиста, поэтому не планировал вводить дублера, а ждал восстановления зуба Коли. Однако поход к стоматологу настолько испугал и шокировал мальчика, что поправить дело не удалось. В стоматологическом кабинете он кричал так, что мы не могли этого вынести, рассказала Вера Федоровна. Доктор посоветовала маме оставить все как есть, не наносить ребенку психологическую травму. Было принято решение отказаться от съемок по причине невозможности исправления возникшего дефекта. Колю Кобликова заменили Димой Иосифовым, который и стал после выхода фильма на экраны настоящей звездой. 297. В Южной Корее дождевая вода не пропадает зря. Вместо того, чтобы уходить в ливневые стоки и загрязняться, некоторые из самых передовых городов мира разработали систему, которая работает как гигантская губка под асфальтом. Под улицами размещены массивные резервуары, скрытые от глаз, которые собирают каждую каплю и используют ее стратегически, так что это полностью меняет городской микроклимат. Самое изобретательное в этом решении – повторное использование накопленной воды для естественного охлаждения города. В дни экстремальной жары система распыляет воду на дорожное покрытие, и при испарении она поглощает накопленное в бетоне тепло, снижая температуру воздуха. Кроме того, эти запасы применяются для полива парков и мытья улиц, без расхода ни 1 литра питьевой воды, что позволяет существенно экономить ресурсы. Это блестящий пример инженерной мысли.
Система одновременно предотвращает наводнение, удерживая избыток дождевой воды, и помогает городам дышать свободнее, используя собственные природные ресурсы. 298. Памирцы – самый загадочный и один из самых дискриминируемых народов на Земле. Памир – одно из знаменитых Нагорий земного шара с абсолютными высотами от 2800 до 7495 метров над уровнем моря, известный во всем мире как «крыша мира». Памир – суровый горный край, родина древнего народа, о котором почти ничего не известно. Из-за изолированности они сумели сохранить свои древние языки, интересные обычаи и традиции. Памир пытались завоевать все империи, что появлялись в Азии – сасаниды, тюрки, китайцы, арабы, монголы, тимуриды. Никому покорить Памир не удалось. Жители гор отчаянно сопротивлялись, их успеху способствовало знание местности. Среди самих же памирцев бытует мнение, что они являются потомками Александра Македонского, хотя войско царя Александра Великого воевало и создало империю на равнине. Многие исследователи считают памирцев потомками древних племен скифов и саков. Сегодня общая численность памирцев составляет около 300 тысяч человек. Внешне этот народ больше похож на европейцев, чем на азиатов. Чаще всего у них серые, зеленые или голубые глаза и светлые русые волосы. 299. Цесай не выдумка художника, а настоящая панда, будто шагнувшая из сказки. Он живет в Китае под заботой ученых и выделяется редчайшей окраской. Коричнево-белый мех – результат уникальной генетической особенности, открытой совсем недавно. Цесай родился в горах Цимлин, единственном уголке планеты, где встречаются такие необычные панды – настоящее чудо природы. 300. Гора Эверест – самая высокая гора в мире по измерению уровня моря, стоящая на высоте 8848,86 метра. Однако настоящий гигант Мауна-Кеа на Гавайях. Поднимаясь со своего основания на дне океана, Мауна-Кеа достигает общей высоты 10210 метров, примерно на 1400 метров выше Эвереста. Тем не менее, только 4207 метров из него выходит над уровнем моря, оставляя большую часть его массивного сооружения скрытой под Тихим океаном. Хотя Эверест носит титул самой высокой вершины над уровнем моря, Мауна-Кеа является самой высокой горой Земли по измерению от основания до вершины. На этом я бы хотел закончить это видео с 300 интересными фактами для сна. Ну и уже по традиции для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Ла-Плата – город, который кажется нарисованным по линейке, основанный в 1882 году в Аргентине и спроектированный инженером Педро Бенуа, он стал воплощением идеи идеального города. Строгий квадрат улиц, пересеченных великими диагоналями, создает геометрическую гармонию, редкую даже для Нового Света. В самом сердце – площадь Морена. Здесь неоготический собор и мэрия выстраивается в идеальную ось, где сходятся диагонали и площади, словно линии судьбы, образующие символический центр города, заслужившего прозвище «город диагоналей». Но за этой математической симметрией скрыта живая философия. План Бенуа не был просто чертежом. Он вобрал дух модернизма, заботу о человеке и природе. Каждые 6 кварталов – общественная площадь. Улицы и зеленые аллеи образуют дыхательную систему города, а продуманная биоклиматическая логика позволяет архитектуре работать в согласии с климатом. Ла-Плата не просто город на карте. Это редкий пример того, как инженерная точность и гуманистическая мечта о гармоничном обществе могут сплестись в единую форму. Вот такими у нас получились 300 интересных фактов для сна. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео.
Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал «Книги, истории, факты», поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.